Вообще, этот проект для меня стал, с одной стороны, неожиданностью, а с другой стороны, вместе с тем, вполне закономерным событием. Но то, что он будет об этом, и что это будет так развиваться, я, в общем-то, не имел представления. Потому что все наши там мальчуковые истории с Ильичем, с его детства, которые тянулись, они как-то имели свое развитие. А тут появилась возможность сделать все по-взрослому. Даже, я бы сказал, потребность Да. возникла. Но без снисхождения и без всяких это. Я не думал, что начну заниматься вообще музыкой. В данный момент думал, что это все мне не нужно. Но как-то в нашем тандеме оказалось, что вот эта связь художника и музыканта, она может дать очень интересные плоды. То есть я, конечно, пробовал рисовать, определенные навыки у меня есть, но я подумал, что именно для этого проекта надо по-серьезному, по-взрослому отнестись и не пытаться сделать все самостоятельно, так сказать, найти более компетентного человека. Мне очень хотелось, чтобы рыцарь, персонаж истории, которого я придумал, он как бы ожил, обрел свое лицо. И как-то так сложилось, что именно к папе я решил обратиться. И даже не мог подумать, насколько глубокая будет создана нами история, которая в определенный момент повлияла в целом на повествование и музыки, и на какой-то степени, на все в целом. Как-то углубляясь в эту тему, я стал яснее понимать вообще, что у сына в голове происходит, и какие, скажем, открытия он для себя делает, которые я в свое время тоже делал для себя, и в чем это разница наших мировоззрений, и в чем, как бы сказать, мы абсолютно совпадаем во мнениях. Это все, конечно, было интересно. Мне очень было приятно, что отец как бы нашел в истории, которую я пытаюсь изложить, нечто свое, отражение своего пути. И потому что когда я создавал персонажа, и когда мы в дальнейшем его развивали, не только рыцаря, но и всех прочих героев произведения, мы как-то нашли определенные закономерности и в том, чем с отцом происходило, и что со мной происходило, и в целом в совокупности это все такой симбиоз нашего опыта, наших взглядов. И для меня это было очень важно, потому что в этом диалоге мы с отцом как бы не только придумывали историю, но еще и для себя отвечали на важные вопросы друг о друге. Сначала появились, конечно, идеи сделать иллюстрации. Да. И то, что рассказал Илья, я пытался зафиксировать в каких-то скетчах, набросках. И потом уже, скажем, когда появилась какая-то сюжетная канва. Мы захотели ее описать более. Нужно было как бы всем этим даже скетчам и иллюстрациям тоже какое-то вполне разумное объяснение, и поэтому появился либретто. А вот либретто, как бы сказать, это уже отдельная история, это уже третья часть, вот, скажем. Ты сонеты имеешь в виду? Да, окололитературная, скажем. И поскольку там было 14 треков, которые я затеял, я почему-то подумал, что все это может, как бы сказать, сочетаться с формой венка сонетов. Поэтому и предложил вот либретто изначально как бы заключить, как бы подписи к этим моим иллюстрациям вот в сонетах. Здесь что еще сказать? Вот когда я только первые записи, которые делал Алексей, скажем, он уже начинал заниматься сведением, я послушал, и, скажем, форма стиха почему-то у меня ассоциировалась с Илиадой, Одиссеей, Гимн Гомера. Почему-то не вот это, потому что эта вся история эпична, да, с одной стороны. А с другой стороны, такая воздушная, легкая, и как бы вот в том саунде, который делал Леша, как бы сказать, вот, появилась какая-то такая прозрачность, вместе с тем напористость. Это было, вот я считаю, что я угадал в этом, мне так кажется. А поэма прольет больше деталей на историю. Может быть, скажешь пару слов о том, что для тебя проект? Во-первых, наверное, все-таки
основным движущим фактором у человека все равно это является эмоции. Это чувство, поиск искренности, каких-то отношений, вдохновения. И счастье совершенно невозможно заменить успехом социальным. Это все, как бы сказать, от лукавого. Но вообще, конечно, «Рыцарь и волк» и, как бы сказать, вся эта история, это абсолютно мужская. И, скажем, вот это вот качание мужчины между замком славы и храмом семьи, между этими эгрегорами, они как бы заставляют о многом задуматься. А вот сам откуда волк и почему? Наверное, это все-таки поиск своего истинного «я». Что это такое, каждый, в общем-то, должен определить для себя сам. И здесь волк, как бы является он абсолютно равным рыцарю, как бы, понятием. Это товарищ, это боец, это воин, это хищник. Это он сам. Это он сам. Это он сам. Собственно, его внутренний мир. Ты говоришь... А вот что такое истинное «я», да, это у каждого по-разному. Это так вот просто очень... Но это не желание... Расхожее это... Не желание эгоцентрика, это не самовлюбленность, это не нарциссизм, это не царское там величество такое. Вот, а это все-таки, наверное, какая-то сопричастность с мирозданием, наверное, понятие, что ты часть всего этого. Одного большого процесса. Ну, а мы часть большого процесса? Ну, надеюсь. Во всяком случае, я считаю, что то, что мы делаем, куда мы движемся, это, в общем-то, по большому счету. У нас с тобой... И позитивно, У нас с тобой свой большой процесс. Наверное, да. Когда я присоединился к проекту и изучил историю, очень быстро стало понятно, что ей необходима визуализация. Да, иллюстрации дают более четкое представление о событиях, происходящих в рамках истории, однако нас не покидала мысль, что было бы интересно увидеть какую-то часть и в формате видео. Тогда я предложил Илье снять небольшой пролог. И мы написали сценарий, нашли места для съемок. Я собрал небольшую команду энтузиастов, и за 2 суток, практически без сна, мы отсняли огромное количество материала, из которого, собственно, и получилось небольшое промо. Мы хотели показать предысторию, в которой рыцарь засыпает перед костром и во сне проходит сквозь все локации, находит все атрибуты основных персонажей альбома, с которыми, собственно, он встретится в будущем. На протяжении своего сна рыцарь ищет цветок, розу. Это своеобразное изображение истинных чувств. Эти чувства глубоко идеализированы, но на деле очень немногие вещи оказываются такими, какими мы себе их представляем. Мы ищем что-то красивое и, как нам кажется, настоящее, но находим либо какие-то осколки, как в данном случае лепестки или сухие цветы, либо совсем не то, да, это полевые цветы в нашем случае. Рыцарь, конечно же, найдет то, что ищет, но не сможет удержать, так как эти чувства, какими бы прекрасными и яркими они не были, не настоящие и ему не принадлежат. Я хотел снять нечто понятное, потому что весь проект нуждался в какой-то конкретике. Он достаточно сложный и неоднозначен, и мы проделали огромную работу. Будем надеяться, что вам понравится результат.